Друзья, всем привет! Посмотрите на вот эти две слоноподобных орхидеи. Я сегодня хочу по многочисленным просьбам любителей и фанатов вот этого сорта орхидей сделать промежуточный обзор и показать 6 красоток этого сорта. Да, друзья, это 2 орхидеи и еще 4 у меня стоят на столе, которые в разное время у нас были куплены, пересажены и с разным уходом дошедшие до сегодняшнего видео. Мне периодически просят в комментариях под видео, что там, как там, покажи, как поживают орхидеи Legato. Да, друзья, сегодня обзор всей нашей коллекции легат на нашем канале. Я сейчас пойду за ту сторону видеокамеры и сниму небольшой такой промежуточный сюжетик вот об этих вот орхидеях. Покажу, как они себя чувствуют. И кратенько расскажу, что на каких орхидеях я применял от того, что вот они все все выпустили цветоносы. И не только цветоносы, но еще и корни. И мало того, что некоторые экземпляры по 2 цветоноса выпустили, и я так подразумеваю, что это не предел. Ну, давайте. Так, друзья, ну, начнем с обзорчика наших легатушек. Как я уже сказал, их у меня здесь 6 штук. 2 я уже показал, ну, с них и мы начнем обзор. Это стандартного цветения легата. Вот так вот она на данный момент выглядит. Кстати, эта легата, друзья, на ней буквально пару месяцев назад я начал то же самое проводить процедуры по наращиванию корней, применяя средства, которые я уже показывал в прошлом видео, Rebuff Extra, когда обмазываю основание неразбавленным ребавом, а потом периодически опрыскиваю. И как результат у нас проклюнулись, вот видите, вот такие вот корешки вот здесь вот поверх, хотя у нее здесь, у этой легата, достаточно много внутри корней. Для чего я делаю это? Скажу честно, лукавить не буду. Я хочу, чтобы значит, именно у этой стандартной легатушки наросли воздушные корни побольше, и чтобы я мог ее размножить, то есть верхушку с верхними воздушными корнями срезать, а пенек с нижними корнями оставить, чтобы на пеньке у нас гарантированно 100% появилась деточка вот от этой вот легата. Это, друзья, повторюсь еще раз, стандартного цветения. Посажено у нас здесь мох и кора. Все, больше никакого другого компонента здесь нету. Вот такая вот красотка. Для понимания, вот моя ладонь, чтобы было видно, какого объема у нее листья. Так, вторая легатушка. От стороночку ее убираем. Вторая легата. Это, друзья, легата тоже стандарт. Посажена она у нас в орхиату и с мхом. Ну, мох, как всегда, у нас выполняет здесь функцию фитиля. Вот так на сегодняшний день выглядит у нас орхидея внутри, в горшке с корнями. Сами видите. Подробно, друзья, я буду рассказывать об всех этих легатах, за какой был уход подробно, когда они у нас зацветут. У этой орхидеи у нас, видите, 2 цветоноса. Вот. 2 цветоноса, и тоже здесь у нас лезут корешки, которые тоже мне хочется использовать в качестве размножения. Я имею в виду верхнюю часть тоже с воздушными корешками отсоединить, а пенек с пару листьями в данном случае
оставить, и уже, наверное, на 1000% орхидея выдаст детку, а то, может быть, и не одну. Так, это у нас два стандарта. Вот таких вот. Дальше. Трилипс, друзья, орхидея Трилипс легата. Это вариант цветения, когда у нее боковые лепестки такие же по форме, как и губа, поэтому ее называют трилипсом. Посажена она у нас вот в такую посадку, тоже с маховым гнездом, но здесь у нас археата с кокосовыми чипсами. Ну, в принципе, корни орхидеи себя неплохо так себя чувствуют, но все равно, друзья, орхидея, именно этот экземпляр, он не выдает больше 3 листиков, то есть по мере появления новых листиков она старые откидывает. Но это еще и, значит, хозяйка предыдущая этой орхидеи, ну, в общем-то, жаловалась на особенности этой орхидеи. Но, тем не менее, она у нас выпустила цветонос и тоже готовится к цветению. Будем посмотреть. Возможно, мы ее пересадим в какую-нибудь более интересную посадку. Так, дальше. Дальше у нас орхидея, потихонечку такая тоже взрослая орхидея, отсушивает нижний листочек. Кстати, и у той тоже, вы заметили, тоже отсушивает листочек, но это нормальное явление. Вот это, друзья, орхидея легата бабочка. Да? Да, это у нас легата бабочка, в закрытой системе посажена, с маховым фитилем, с таким. Вот, у этой орхидеи у нас мало было корней, поэтому мы ее посадили в такую стимулирующую посадку, для того, чтобы она нарастила корни. Ну, те корни, которые у нее были, они как-то неживыми выглядели, и мало было. Ну, вот мы ее посадили, вроде бы здесь вот нарастила она какие-то корешочки, и вот растит новые сверху. И тоже она у нас выпустила вот такой вот цветонос. Ага, и еще пытается на старом цветоносе что-то тут нам показать. Вот. Так, дальше. Дальше. Это у нас уже 4 легата. Малышка, маленькая красоточка. Это, друзья, приобретение в прошлом году. Тоже легата Трилипс. Несмотря на то, что она малышка, она цвела и после покупки. И я уже показывал ее в одном из видео. Очень красивая, эффектная орхидея. До сих пор я ее не пересадил. Жду, когда она нарастит побольше не то что корней, но еще и листьев. И, в общем, она у нас дома уже нарастила вот этот листочек. Корешки новенькие появились. И плюс у нее вот он маленький, видите, цветонос появился, такой прям робкий-робкий. Эта детка была срезана с цветоноса. Кстати, вот эту легату, друзья, я купил, ну, наверное, одна из самых недорогих легат для нестандартного цветения. Да, можно так сказать, мне очень даже повезло. Раз, два, три, четыре, пять. И шестая легата, друзья, это, значит, 50-50. Легата 50-50, я ее называю, потому что она уникальна для меня тем, что цветет, друзья, 50 на 50, половина у нее цветов пилором, половина цветов бабочкой. И это вообще просто, ну не знаю, как сейчас молодежь говорит, это пушка, да, вот так вот. И тоже у нас та же самая с вами процедура, точнее ситуация, это воздушные корни. Мне бы очень хотелось, чтобы вот два нижних вот этих вот, ну, два вряд ли, ну, один, наверное, да не, хотелось бы два, но все-таки, наверное, один будет. Вот этот вот, если срезать макушку, будет вот этот вот листик один. Но все равно, посмотрим. Вот. Но орхидея тоже выдала нам в этом сезоне два цветоноса. Вот он один.
И вот он второй пробился. И вот такой вот пучок корней. И очень хорошая, друзья, очень хорошая шея. Хорошая шея. Ну, с корнями у нас здесь тоже вроде бы все не так уж и плохо. Вот такая вот она посадочка у нас была. Тоже смотрите, как она нарастила корешки. Вот. Кот там умывается. Друзья, вот, не знаю, мне кажется, можно вечно наблюдать за растущими и цветущими орхидеями и за нашими питомцами. Вот, да. Вот такой красавчик. Митюша. Митюшенька. Ну вот ты сладкий. Да. Вот. Так, ну а для тех, кто смотрит наш второй канал Тройняшкин Папа, который называется, и фанатеет от масямбы. Вот вам масямбу покажу. Вот медвежонок этот. Вот. Греется, да. Она у нас вот в подгузниках. Вот. Греется здесь вот возле батареи. Прям приткнулась. Вот такая вот смешная. Сопит там себе. Вот. И без задних лап отдыхает. Все, друзья. Вот такой вот обзор легат. Более подробно я, естественно, расскажу, когда они уже непосредственно дойдут до итога. А итогом будет их цветение. Да, я покажу и цветение, и уже подробно расскажу, что на каких орхидеях, этих легатах я применял, как ухаживал, ну и что делал. Единственное могу сказать, что освещение у них у всех одинаковое. Они стоят вот здесь вот на задней полке, вот здесь. Поэтому здесь сейчас так жиденько. Вот. Я их оттуда достал. Все под 18-ваттными светильниками. Все, друзья. Всем хорошего настроения. Всем добра, здоровья. И до встречи в следующем видео. Всем пока.